Добрый вечер еще раз всем. Сегодня тема нашей встречи легендарная Хорезмская экспедиция «Колыбель музея Савицкого». Начну с того, что собрались мы здесь в связи с тем, что я веду речь на публичных лекциях о феномене Нукусского музея, о феномене Савицкого. И в основном этот музей воспринимается как крупнейшая в мире коллекция русского авангарда. И в мире вот такой стереотип сложился, что Нукусский музей – это коллекция авангарда. Это далеко не так, во-первых. Во-вторых, то, как преподносится история Нукусского музея, я уже говорила на нашей прошлой встрече, что вырывается из контекста сама история этого музея и затрагивается только какой-то определенный период этой истории. И даже в музее, когда музейные гиды ведут экскурсию, они не идут так глубоко и начинают рассказ обычно вот с 1966 года, когда был создан официально этот музей, и рассказ идет вот уже от этой даты. На самом деле мы должны все знать, если мы хотим понимать феномен Нукусского музея и как это все состоялось, мы должны вспомнить о легендарном проекте Хорезмской экспедиции, которая стала действительно, это не пафос, это на самом деле колыбель Нукусского музея, потому что музей зародился в годы работы этой экспедиции. Савицкий мечтал найти клад, когда работал в этой экспедиции. Он приехал в Каркалпакию в составе этой экспедиции, я сегодня об этом расскажу. И на самом деле музей зарождался в рамках вот этого знаменитого проекта. Но, как я поняла, не все в Узбекистане и даже, к сожалению, в Каркалпакии уже ушло то поколение, которое формировалось под влиянием ученых Хорезмской экспедиции. Не все знают не то что достаточно об этой экспедиции, но хотя бы каких-то основных фактов. Здесь есть разные причины, и я на себя возьму смелость, может быть, на меня кто-то обидится, что в некоторых областях Узбекистана известны только определенные археологические школы. Ташкентцы знают, о чем я говорю. Это знаменитые Ремпель, Пугаченко, Артвеладзе, Масон. Это южно-туркменский отряд археологический. А вот Толстовская экспедиция, она как-то работая в Каракалпакии и в Хорезме, она для нашего региона была больше известна в этой части страны, хотя имела не то что всесоюзную известность, а мировую известность и мировое признание. Сегодня я буду рассказывать, опять же, насколько хватит ваше терпение и время, чем же знаменита эта Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция. Но начиная свой рассказ вот с этой замечательной картинки, фотография нашего известного фотографа Эрнеста Куртвелиева. Свет, да? Это Джампык-Кала, один из красивейших памятников, который Сергей Павлович Толстов, основатель этой экспедиции, очень любил и считал одним из самых красивых памятников древнего Хорезма. Вот сейчас, если мы перенесемся на 1000 километров на северо-запад нашей страны, вот, и если небо не облачное, мы увидим эту картину. Это руины Дворцовой площади. Это портовый город некогда, который стоял на берегу рукава Амудари, куда заходили корабли. И вот там вели, последние раскопки вел Савицкий.
наш археологический отряд, вот Октябрь Доспанов, я слышала, упоминали его имя, он копал там, и много находок с этого памятника в нашей коллекции. Но все-таки давайте вернемся к карте, раз уж мы говорим о древнехаризмийской цивилизации, еще раз вспомним, какую территорию охватывала эта империя. Ну, здесь просто это современная карта, где вы видите Каракалпакстан. Извиняюсь за ошибку, это не я писала, просто пользуюсь этой картой. Вот это вот бледно-зеленая салатного цвета территория Каракалпаки, которая занимает почти 40% территории Узбекистана. И рядом Хорезмская область, розовая вот эта вот территория. Это территории, две территориальные единицы, которые входили в состав древнего Хорезма, но это уже древние карты, которые вам дают более широкое представление о масштабах древнехорезмийской империи. Ну вот Аральское море зеленым контуром очерчена территория, и более подробная карта справа. Эта территория включала в себя не только Узбекистан, но и Казахстан и Туркменистан, часть Туркменистана. То есть представьте, какое это гигантское было государство в прошлом. Сейчас мы разделены границами. А в прошлом это все была единая территория, на которая дала жизнь уникальной древней цивилизации до исламского периода. В основном мы связываем это с зороастрийской культурой, хотя здесь были разные религии, разные культы. И на территории Хорезма была написана священная книга зороастрийцев Авеста, и многие памятники зороастрийского периода до сих пор сохранились на территории Каракалпакстана, в частности. Сергей Павлович Толстов, о котором я сказала. Кстати, я хочу вам сказать, что сегодня у его правнука день рождения, и я обещала ему посвятить эту лекцию. Он живет в Москве, Георгий Толстов. Это сын внука Сергея Павловича Толстого. Сергей Павлович Толстов – легендарная личность. Ну, о нем можно рассказывать часами. Если вам нужна подробная его биография, это все можно найти в интернете. И я даже не берусь давать какой-то исчерпывающий биографический очерк, но два слова надо сказать. Ну, может быть, то, что не говорится часто. Ну, во-первых, посмотрите на его лицо. И сразу вот эта харизма его мощной личности ощущается. Он сам из казаков. Да, предками его были, естественно, военные и даже царские генералы, что, конечно, доставило ему сложности в советское время, но тем не менее Иосиф Виссарионович Сталин доверял Толстову и даже наградил его сталинской премией за открытие древнего Хорезма. Я об этом скажу. Но я просто вкратце, несмотря на перипетии его личной биографии, он все-таки состоялся при советской власти, был удостоен многих наград, ему доверяли многие должности, он руководил музеями, институтами, все, что было связано с Центральноазиатским регионом. И вот когда он впервые побывал на наших землях в 1929 году еще студентом, и это была такая разведывательная поездка, и когда уже советское государство всерьез стало изучать наш регион, была создана Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция в 1937 году. Толстов
был назначен начальником этой экспедиции и до конца своих дней руководил ей. Ну, до болезни он до 1967 года руководил, а экспедиция просуществовала до 1991 года, до распада Союза. Толстов был известен в кругах историков зарубежных. Он состоял в различных королевских исторических обществах, клубах. Был почетным профессором Кембриджского университета, где он читал лекции о древнем Хорезме. Много путешествовал. И вот уникальная, но это не уникальная фотография, я все ищу его фотографию с Агатой Кристи. Мне обещал внук ее найти. Почему Агата Кристи? Все ее знают. Меньше, может быть, общественность знает ее супруга Макса Мэллоуэна, сэра Макса Мэллоуэна, знаменитого археолога, который был специалистом по Ближнему Востоку, и они дружили с Толстовым и переписывались. И, соответственно, когда Толстов ездил в Англию, он встречался и с Агатой Кристи. Ну, фразу Агаты Кристи вы знаете, да, когда она вышла замуж за Макса Мэллоуэна, что он любитель древностей. Не только потому, что раскапывал древности, но и она была намного старше его. Вот так она шутила. Круг Толстого, круг знакомств Толстого очень большой, об этом можно прочитать. Он и с семьей Ганди переписывался, и со многими выдающимися деятелями, и, конечно же, учеными, которых привлекал, несмотря на закрытость территории Хорезма, он привлекал иностранных специалистов, хотя бы заочно или по находкам, которые раскапывала группа и привозила в Москву и в Ленинград тогда. И там расшифровывались письменность древнехорезмийская, изучались находки, и в этих изысканиях участвовали и английские, и германские исследователи. И проект имел, конечно, международный резонанс и значение. Я эту фотографию с животными специально выбрала для нашей презентации, потому что для меня отношение к животным всегда сигнал о том, какая это личность. У нас будет еще один участник этой экспедиции с кошкой, и какую сыграла роль кошка в его исследованиях, мы поговорим. Но вот я коллекционирую эти фотографии. Фальк с котом, если кто-то помнит. Вот, это удивительные фотографии. Вот то же самое Толстов, он всегда в лагере были какие-то животные, которые жили вместе с археологическим отрядом и были равноправными членами экспедиции. Это 1952 год, и здесь мы видим Татьяну Александровну Жданко, заместителя Сергея Павловича Толстого по этнографической работе. Еще раз напомню, это была археолого-этнографическая экспедиция, то есть там не только велись раскопки городищ, крепостей, дворцов, но одна группа под руководством Татьяны Александровны выезжала в аулы Каркалпакии, где изучали каркалпаков, малый народ, о котором практически ничего не было известно. И толстовская экспедиция внесла огромный вклад в изучение истории каркалпаков и их искусства. Ну вот мы видим фотографию Сергея, названного в честь своего деда, Сергей Рокотов, это его псевдоним, он был писателем. И, кстати, написал сценарий к фильму «Исчезнувшая империя», если кто-то видел. Снял этот фильм его одноклассник Карен Шахназаров. И там есть образ Сергея Павловича Толстого, которого сыграл Армен Джигарханян. И если вы не обратили внимания, посмотрите, там есть очень остроумные моменты, и засняли памятники, и там вот
Толстов Джигарханян рассказывает, как погибла эта цивилизация, когда монголы просто перекрыли воду. Вот эти каналы, здесь была разветвленная сеть каналов, очень развитая, и этот оазис процветал, и как можно было, перекрыв просто воду, уничтожить целую империю, целую цивилизацию. Сергей закончил Ташкентский университет, а потом вот Горьковскую аспирантуру в Горьковском институте, был писателем, написал много романов, но вот не написал главного романа, он, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Внучка Сергея Павловича Толстого, Ольга Насырова. Почему я подробно рассказываю, о них информации нет, и они могли бы много сделать, посвятив свой труд памяти своих близких, но мы дружили с детства. Дом Лады Сергеевны Толстовой, мы ее сейчас увидим, был по соседству с моим домом, и мы все вместе росли, общались. И я была в гостях в Абрамцеве на даче Сергея Павловича Толстого и видела, когда он приезжал в Нукус, и мне выпала честь обедать с этим великим человеком. К сожалению, уже в годы, когда он был парализован, но он до последнего был прямой, статный, ходил со своим водителем на прогулки, и физически он выглядел вполне здоровым, но, к сожалению, вот инсульт, который его постиг, не дал ему дальше продолжать работу, но экспедиция работала, и его ученики многочисленные, это славная плеяда, о которой мы сегодня будем говорить, они продолжали его дело и при его жизни, и вот, в общем-то, до сих пор, несмотря на то, что с 91 года экспедиции уже нет. Это Татьяна Александровна Жданко, как я уже сказала, она не просто зам Сергея Павловича Толстого, она крестная мать Нукусского музея. Для каракалпаков это не только для музея крестная мать, это мать каракалпаков. Почему? Ну, во-первых, она очень любила этот народ. Это не только предмет ее исследования, которому она отдала многие годы. Она составила родоплеменную схему каракалпаков. Ну, я просто вот скажу, что если у вас есть знакомые, друзья или, может быть, родственники каракалпаков, но до сих пор при знакомстве каждый каракалпак спрашивает, ты из какого рода? То есть это очень важный такой посыл при знакомстве, который многофункционален. Вплоть до того, что вот брачные отношения регулируются. Есть, соблюдается как бы требование не жениться на некоторых родах. То есть вот это вот из древности идут какие-то требования к сосуществованию, к взаимным отношениям, которые до сих пор соблюдаются. Ну и вообще это не просто какая-то вот, как это говорится, предрассудок, да, прошлого. Это до сих пор функционирует. Хотя вот я скажу, что во времена первого президента, когда в каждом доме у каракалпаков эта схема висела, и было запрещено, ну, наш первый президент усмотрел в этом клановость и как отрицательный факт. Но ученые, которые это изучали и вот составили эту схему, наверное, у них все-таки был такой правильный подход, чтобы понимать родоплеменную структуру, которая до сих пор сохраняется. Сейчас запретов нет, и все по-прежнему спрашивают, из какого ты рода, а знаешь ли ты такого. То есть на это уходит определенный ритуал знакомства. И вот Татьяна Александровна Жданко, она составитель вот этой самой схемы. Можно сфотографировать? Да, пожалуйста. Ничего не видно сразу. Да. Она есть в интернете, погуглите. Да.
А может, она есть в Гугле? Может быть, да. Она, я же говорю, ее даже на базарах продавали, эту схему в виде плакатов. Татьяна Александровна не только занималась, и, естественно, Сергей Павлович Толстов и его группа, не только историей каркалпаков, но и изучали народно-прикладное искусство, и были собраны экспонаты, которые поначалу передавались в музей этнографии народов СССР, тогда назывался этот музей в Ленинграде, так, в Кунсткамеру. Причем в Кунсткамеру передавал даже мой дед, который был одним из первых руководителей республики. И он, кстати, Толстого принимал и давал ему машину, чтобы он объездил некоторые территории. Это вот в начале 30-х годов. И все они хотели, каркалпаки, мой дед, в частности, чтобы о каркалпаках знали, потому что никто не знал, что это за народ такой, затерянный в песках. И до сих пор, вот как утверждала Татьяна Александровна в своем предсмертном письме к каркалпакам, я о нем расскажу, что еще много тайн и загадок в истории каркалпаков. Изучали их быт, изучали их костюмы, жилище, юрту. И написаны подробнейшие статьи в многотомниках Хорезмской экспедиции. 16 томов больших написано трудов и плюс сборники тематические. Это вот результат работы той группы, которая до 90-х годов проработала. Сейчас уже выходят публикации вне зависимости от этого собрания сочинений ученых. Я вам просто показываю некоторые экспонаты, мы уже об этом, кто был на моих лекциях и те, кто интересуется музейной коллекцией, очень хорошо знают эти экспонаты. Это юрта, но юрта, правда, мы ее сами сделали по описаниям ученых Хорезмской экспедиции, которые досконально изучили рецепты изготовления, обработки юрты, вот этих деревянных конструкций, как что ткали, цветовые композиции, технику. Но здесь, конечно, особый вклад Савицкого, мы позже поговорим. Все это было изучено, и нам как бы досталось вот вместе с генофондом, который собрал Савицкий и его команда. И этот генофонд стал основой Нукусского музея. Это все было описано и для нас было важным источником информации. Вот фотографии, сделанные в 30-е годы учеными, которые путешествовали по Каркалпакии и запечатлели, как одевались каркалпачки. Эти фотографии, кстати, поехали в Париж. И вот вы слышали, 2 года назад была выставка в Институте арабского мира, где большая часть экспозиции была посвящена каркалпакскому искусству. И вот эти фотографии прямо висели на лестничном пролете. Вот эти, я извиняюсь, я снимала на свой телефон, фотограф я еще тот еще, и телефонная съемка. Ну, хотя бы вы имеете представление, как это все преподносилось в Париже. Вот огромная фотография, которая встречала гостей, когда они спускались в экспозиционные залы. Там были и фотографии женщин и мужчин других регионов Узбекистана. Ну вот такой вот дружный ансамбль разных народов, населяющих наш регион, был показан посетителям выставки на фоне вот этих прекрасных экспонатов. Это ювелирные изделия каркалпакские, нагрудные украшения. Вот. Ну и опять же возвращаемся к фотографии Татьяны Александровны Жданко. Это фотография из архива семьи. Нам разрешила пользоваться этими фотографиями Оксана, одна из дочерей Татьяны Александровны. И здесь мы видим на 60-летнем юбилее Татьяны Александровны, который отмечали в Нукусе очень широко, любимые ученики и научная общественность Каркалпакии. Вот мы видим
нашего Игоря Витальевича, который уже лауреат премии Бердаха, Лада Сергеевна Толстова, которая была ученым-этнографом, и она работала вместе с Татьяной Александровной Жданко, хотя она ездила и в археологические экспедиции, но пошла по этнографической стезе, и ей принадлежат работы по изучению каракалпаков, Хорезмского оазиса, Ферганы и Самарканда. Я не знаю, не все, наверное, осознают, что многие жители южных регионов Узбекистана – это ассимилировавшиеся каракалпаки. Вот. Кто-то сохранил эту память, а кто-то ассимилировался, но вот местные жители очень хорошо различают и знают по определенным показателям, по культуре, по одежде, по внешнему облику. Потому что полукочевой образ жизни каракалпаков, они были полукочевым народом и перемещались, и последние их кочевья – это вот оседание на территориях Узбекистана. Как я уже сказала, в тех областях, о которых я говорила, и Лада Сергеевна изучала их фольклор, она ездила в экспедиции, и есть публикации серьезные, где все это доказано. То есть это не мой бред, это не просто какие-то россказни, это имеет научную основу. Еще один котик, да, вот. Я просто о письме Татьяны Александровны скажу, прежде чем мы перейдем к Нарозову, еще раз. Татьяна Александровна, как я уже сказала, была очень дорогим человеком для каракалпаков. У нее очень много аспирантов, учеников. Некоторые уже отошли в мир иной, но есть еще и молодые ученики, ну, сравнительно молодые, моего возраста. Вот. Моя сестра, вот, например, ее ученица. И в Нукусе есть ее ученики. Мы все поддерживали связь, навещали ее. Она прожила долгую жизнь, умерла в 95 лет. Во-первых, она передала музею библиотеку свою. То есть ее ученик Игорь, который благодаря ей оказался в этой экспедиции, он был как бы все время в поле ее зрения. И она все время участвовала в его судьбе, в личной и в музейной, конечно, и переживала за судьбу музея, и помогала нам во всем. У нее был, конечно, специфический взгляд на то, что происходило в 90-е годы, но я об этом не буду говорить. Просто это люди той эпохи, сталинской эпохи, эпохи дисциплины, эпохи преданности своей стране. И, ну, очень тактично и скромно они взвешивали то, что происходит. Главное для них было, чтобы их вклад в науку и развитие этого края принес пользу этому народу. И что удивило нас, когда ее не стало, буквально за 3 дня до смерти она написала письмо каракалпакскому народу. Я его захватила, но если кто-то читал, Ира Богословская издала книгу, посвященную памяти Татьяны Александровны Жданковой, там опубликовано это письмо. Если у нас останется время, я вам потом могу его зачитать, если есть желание. Но это очень трогательное письмо, обращенное к ее ученикам и к каракалпакскому народу. Для меня, ну я не знаю, и для многих удивительно, что сейчас кто-то вот в наши дни будет писать целому народу какое-то письмо. Это все как-то отошло в прошлое, да, вот этот пафос научный, и воспринимается очень, ну не странно, а как-то как что-то экстраординарное. И когда мы узнали и нам передали по электронной почте это письмо, я позвонила ее ученикам, Сабыр Камалов, академик покойный, Хужахмед Есбергенов, ее один из любимых учеников, этнограф каракалпакский.
И я сказала, вот такое письмо, надо же как-то его до народа довести. И они пришли, вот два ученика в возрасте. Они еле сдерживали слезы, это был такой трогательный момент. Сказали, давай ты читай, и мы пригласили телевидение, слава богу, нам разрешили это сделать. Потому что не все так просто было в те годы с этими именами, да, ну вы догадываетесь, я уже не буду комментировать. Ну, не нашими, скажем так. Не у всех хватало культуры и понимания их вклада. Вот, мы стараемся эти имена сохранять и говорить об их вкладе. Но у тех, кто вырубает нам парки, деревья, вот у них память не то что короткая, вообще нет никаких знаний. И им бывает трудно объяснить, и мы все-таки добились, чтобы на телевидении это письмо прозвучало. И вот я читала это письмо, мне такая выпала честь, а ученики сидели рядом, склонив головы, и Татьяна Александровна Жданко, еще раз, это особый человек для Каркалпакии. И для Савицкого, конечно. Савицкий поздравлял ее как-то телеграммой и написал: вы крестная мать музея, а Марат Нурмухамедов крестный отец. Это мой отец был. Вот. Это родители музея были, по словам. Я эту телеграмму храню, потому что надо все доказывать, что говоришь. Никто же не поверит. Потому что на самом деле пристраивающихся к славе Нукусского музея очень много появилось. И даже из рядов тех, кто был когда-то оппонентами. Ну вот, всякое бывает в жизни. Теперь вот мы поговорили о руководителях Хорезмской экспедиции, а это рядовые, если можно так выразиться, участники Хорезмского проекта. Но то, что Юрий Валентинович Кнорозов далеко не рядовой участник этого проекта, это гений прошлого века. Он вошел в мировую культуру, историю, как дешифровщик письменности майя. Я подробно даже не берусь о нем говорить. Сейчас, слава богу, достаточно информации о нем. И даже был по каналу культуры фильм «Дешифровщик». Все это можно найти, это не проблема. Да, памятник вот с этой кошкой Аси, да, Аси, которую он считал соавтором. Я просто хочу сказать, почему Каракалпаки, почему я о нем говорю, почему я вдруг ухватилась за это имя. Он, ну, во-первых, он ученик Толстого, его аспирант. И у него такая сложная биография, хотя кого ни возьми из этой плеяды, мы думали, у Савицкого такая извилистая биография, когда его пазл жизненный пытались сложить. Ну там кого ни возьми, Гудкова Александра Васильевна, Пташникова, все либо жили на оккупированных территориях, это Украина, и они во Вторую мировую войну, не путаем, и они подвергались тоже гонениям, их не принимали в аспирантуру, там были какие-то ограничения, и эти люди пробивали свой путь в науке с большим трудом. У Кнорозова то же самое, там сплошь и рядом, это диссидент и антисоветчик, потому что его методы дешифровки и все, что он делал в области майянистики, шаманизма и так далее, шло вразрез с учением марксизма-ленинизма. И были умные ученые, как Толстов и Брамлей и другие этнографы, которые разными путями поддерживали этих ученых и помогали им получать степени, помогать какие-то жизненные блага, вплоть до каких-то мелочей, потому что все нищенствовали, у всех были болезни, у него был туберкулез. Анна Ахматова, он, кстати, с Львом Гумилевым, сыном Ахматовой, сидел за соседним столом в кабинете, когда его отправили в Ленинград. И
Они виделись очень, очень часто, и сердобольная Анна Андреевна подарила ему зимнюю шапку, потому что в Питере ходить в этих ветрах, в пальтишке на рыбьем меху, да, ну, сами представляете. То есть это вот такая была страшная нищета вот этих гениальных ученых. И как к нему пришла вот это открытие, это все можно прочитать, но вот кошка, которая с ним была всегда рядом, его наталкивала на какие-то открытия, и это очень увлекательно описано. Да, вот, простите за такую хаотичность изложения. Почему Каракалпакия и Кнорозов? И причем тут Майя? Он начинал свой путь в науке с древнего хорезма. Как студент он приезжал в составе хорезмской экспедиции. Эта экспедиция работала 2 сезона в году, весной и осенью, когда не было жары и не было холодов в нашем резко-континентальном климате. И будучи студентом в 46-м, по-моему, году, Кнорозов, благодаря помощи друга, оказался на зикре вот в этом памятнике Шаму-Наби. Если кто-то из присутствующих слышал о скандале, да. Знаете, Я там была да? уже после перестройки. Вы уже Его видели, да, перестройки, какую да. конфетку там сделали. Да. Ну, это мы, мастера реставрации мировые. Ничего подобного с этим. Да, на самом деле вот так выглядел этот памятник в последние годы перед реставрацией. И Кнорозов, естественно, был в 46-м, 47-м до 49-го года, когда он еще вот имел, это не первозданный вид, но более-менее близкий к оригиналу. И он написал дипломную работу под руководством Сергея Павловича Толстого, посвятив свои гипотезы о происхождении этого памятника, увязав это с древними мифами о Самсон и Далила, да? Там есть легенда, я уже не буду об этом рассказывать, все можно прочитать. Он посвятил и дипломную работу, а потом написал статью, которую опубликовали в журнале «Советская этнография» за 49-й год, по-моему. Одна из его первых публикаций посвящена Каракалпакии, и мы этим очень гордимся. Но до недавнего времени мало кто об этом знал. Так что это вот такой факт, который не каждый гид вам расскажет, что имя этого великого ученого связано с Каракалпакией, вот с этим памятником, к сожалению, который испохаблен. Елена Евдокимовна Неразик, до своего ухода, ее не стало буквально 2-3 года назад, она была в очень здравом уме и занималась учеными нашего региона, очень дружила с Савицким, ввела огромное количество раскопок уже самостоятельно. И ну, она очень была капризная такая дама, мы ее никак не могли уговорить написать воспоминания о Савицком. Они, кстати, дружили с Альбиной Андреевной Шпадой, о которой мы с вами говорили на предыдущей встрече. И Альбина Андреевна написала портрет Елены Неразик. Она ее Лена называла. Вот. И мы очень много с ней общались. Моей сестре удалось записать на диктофон воспоминания о Савицком, но это все требует времени, и когда-нибудь мы воспроизведем. Она рассказывала очень интересные вещи про него, неформальные такие рассказы, и это очень ценно. Вот, например, она говорила, когда Савицкого начинают называть археологом, этнографом, реставратором, я еще раз хочу сказать, не в обиду ему, но это признавали все ученые и говорили нам прямо в лицо, никакой он не был ни археолог, ни этнограф, ни реставратор. Он был любитель
но фанатичный любитель, который все спасал, все сохранял. Раскопки он вел безобразным образом, как Вадим Николаевич Ягодин возмущался, наш академик покойный, что ему важно было найти какой-то экспонат и быстро его утащить в музей. То есть он не соблюдал требований археологии, что там надо сохранять слои, их описывать и так далее. Ну вот он по-другому действовал, за это его очень сильно критиковали и взрывались, когда речь шла о раскопках Савицкого. И, кстати, Сергей Павлович Толстов, это вот Елена Евдокимовна рассказывала, когда Савицкий приходил, ну, он брал какой-то там тайм-аут, вообще он делал зарисовки находок, если вы помните, раскопов и самих находок. Это его была обязанность. Его взяли художником в экспедицию. Кстати, и брат Толстого, один из его братьев, работал в этой экспедиции художником. И вот Савицкий, как и Альвина, ездили туда для того, чтобы писать свои этюды, картины, а не копать эти крепости. И вот он убегал в свободную минуту, садился где-то на бархане и писал там на закате, на восходе, в разное время дня памятники, которые вот он изображал в разное время дня при разном освещении. У него прямо целые серии написаны этих этюдов. И как-то за этим занятием его застал Толстов и сказал, что этот здесь делает. Ну, в общем, он к нему относился так, с некоторым предубеждением, кто знал, что это будет в будущем такой великий человек и создать такой музей. Но отношения были очень строгие, потому что Толстой был человек дисциплины. Он, кстати, я скажу, не только из казаков, не только потомок белых офицеров, но и сам воевал во Второй мировой войне. И, кстати, раскопки прервались, когда он ушел на фронт, а потом, когда его ранило, он уже, его комиссовали, или что, он дальше уже продолжался более важным для государства проектом, защитил в Ташкенте в 1942 году диссертацию свою по теме древних хорезм, и уже раскопки продолжались с 1945 года. Вот. Дисциплина была очень строгая в экспедиции, но, тем не менее, все с большой ностальгией пишут и вспоминают, какая была человеческая атмосфера. Несмотря на эту строгость, это были песни у костра, это охота, рыбалка была, все там добывали чего-то, варили в общем казане, котелке, и вечером у костра все поедали эти дары природы, читали стихи, и даже был театр. Представляете, да? Это уровень интеллигентности и разносторонности интересов. А группа была очень многопрофильная. Это не только историки, это не только искусствоведы, это не только этнографы, там были геологи, геоморфологи, математики, в общем, специалисты разных, ботаники, потому что раскопки изучались во всех аспектах. Вот мостик я перебрасываю к Пташниковой, археолог Пташникова. Она тоже ученица Толстого, защитила диссертацию под его руководством. У нас хранится обширная переписка и с музеем, и с моим отцом. Она была бесстрашной путешественницей. Есть письмо у нас в семейном архиве, где она просит, папа тогда работал в обкоме, чтобы им дали доступ к каньонам вот эти на Плато-Устюг. Если вы видели по фотографиям, там были пещеры, около 300 пещер, которые изучили не только мужчины, но и вот такие храбрые женщины, как Пташникова, ездили в эти трудные экспедиции. Представляете, в условиях, когда ни транспорта, ничего, они изучали вот этот
Устюртский регион, где и жителей-то не было. Она очень много написала статей о бусах. Вот ее специализация была. Все находки, где были бусы, это была ее тема. Можно найти эти публикации и ознакомиться. И те, кто знает Марию Стальбовскую, Да. это ее мама. А мама ее? Да, О, да. ну надо же. Да. Вот мостик к Валентину Берестову я перебрасываю, потому что вот эти две фигуры связаны друг с другом. Сейчас объясню. Валентин Берестов для молодежи. Старшее поколение знает. Это известный писатель. Он был в эвакуации в Ташкенте. Многие, наверное, кто слушали Галендера, я не знаю, он о нем рассказывает или нет. Я рассказываю во время довоенного Ташкента, да. Про Берестова, да? Ага, Ну вот, что они ходили в этот дворец пионеров, где он с Корнеем Чуковским познакомился, где Ахматову в Ташкенте он тоже встретил. И это была Ахматова, которая похвалила его стихотворение «Улыбка». Сейчас вот посмотрите на правое изображение, о чем идет речь. И как вот эти три фотографии Пташникова, Берестов и эта улыбка связаны. Читаем вот этот текст. Валентин Берестов, ну хотя Мария Стальбовская тоже это рассказывала, но уже позже, Берестов писал, что по просьбе Ахматовой он прочел какой-нибудь новый стишок из будущей книги, был поражен, услышав «бесируем улыбку» на бис. Среди развалин в глине и в пыли улыбку археологи нашли. Из черепков, разбросанных вокруг, прекрасное лицо сложилось вдруг. И дальше пишет Берестов, что это действительно был такой случай. Археологи имелось в виду как раз вот Пташникова Ирина, которая нашла губы. Сейчас я вернусь к этому изображению. Сначала были найдены губы, а через год, когда группа вернулась на следующий сезон, ну вы знаете, барханы имеют свойство передвигаться и обнажают каждый раз новые нижние слои. И, о чудо, они нашли оставшие части вот этого предмета, который является навершием ассуария. Ассуарий – это костехранилище. По зороастрийской традиции кости умерших складывали вот в эти урны, а в древнем хорезме урны имели совершенно огромное многообразие. То есть вот если вы в Нукусском музее в старой экспозиции кому удалось увидеть, там все это многообразие можно видеть, форм, декора, разных орнаментов, как богато украшались вот эти урны. И, как говорят ученые, это именно вот в центральноазиатском регионе зороастризм имел вот такие формы похоронных культов, потому что в Иране вот такого нет. Ну, это я там не была, но я цитирую тех ученых, которые об этом говорили. И вот этот портрет умершей, на самом деле это был портрет. Посмотрите, с каким мастерством, это начало, я не помню, по-моему, 1 или 3 век нашей эры, античность. То есть какая моделировка, да? Это не какое-то примитивное изображение, это все-таки скульптура была на достаточно высоком уровне уже в те времена. Они даже похожи тем. С Берестом похоже немножко, да. Да. Вот. Ну вот этот текст я уже не повторяю. Тут эмоции Берестова, он не знал вообще, что это ассуарий. И для него это тоже была неожиданность. И если бы он знал, что это с трупом связано, то он бы, может быть, и не написал таких оптимистичных стихов.
Но тем не менее он считает, что улыбка-то была, Да. несмотря на печальную такую тему, и уста улыбались. И вот он понимает, что Ахматова оценила его любовь и благодарность к Азии, мое возвращение на родину родин, мою археологию. Ведь и первые стихи, какие ей у меня понравились в Ташкенте, были, говоря ее словами, об азийской весне. Что до улыбки, то она стала как бы моей визитной карточкой и вызвала тьму пародий. Вот. Стали все цитировать этот стих, и там чуть что бутылку археологи нашли, отмычку археологи нашли, записку археологи нашли. Стали вот так интерпретировать это четверостишие. Кстати, о Берестове я хочу сказать, что это был не рядовой писатель, он был и переводчик, и философ. Кстати, женат был на Татьяне Александровне, Александровой, художнице, чьи работы представлены в нашем музее. Опять же, это все круг Хорезмской экспедиции, круг друзей Савицкого. И они дружили с Акуджавой, Булатом Акуджавой, который собирался тоже участвовать в Хорезмской экспедиции, но не доехал. Но опять же, это уровень общения и интересов у этой группы. А Берестов, вот что меня потрясло в его биографии, при том, что он был очень известная личность в советское время, автор многих книг, он много писал о Средней Азии, о Хорезмской экспедиции. Его стихи выгравированы на родине Цицерона. Забыла город в Италии. Но вот он удостоился такого признания, что итальянцы его увековечили на какой-то там стеле на родине Цицерона. То есть вот такие великие личности ходили в рядовых участниках этой экспедиции, и это, конечно, влияло на атмосферу, влияло на будущее ученых, и вот в частности Игоря Витальевича Савицкого, который вращался в этом кругу, и они же уезжали в Москву, и там продолжали работать, встречаться. И для них тема Каркалпакии, тема Хорезма так и осталась любовью всей жизни. Игорь Витальевич Савицкий к этой группе, как я уже сказала, примкнул по приглашению Татьяны и Ирины Александровны Жданко, это сестры. И вот так он выглядел в те годы. Молодой человек, жизнерадостный. С годами он уже матерел. И, как я уже говорила, в годы работы в экспедиции у него появлялась уже мечта о создании музея. И когда он в своей биографии пишет с восторгом, мы буквально ходили по древностям. То есть я напомню, что открытие древнего Хорезма, которое состоялось благодаря этой группе ученых, это была действительно целина. Вот, кстати, я, говоря про Хорезмскую экспедицию, упустила очень важный момент. Это не только был один из важнейших проектов для страны, для Узбекистана, для СССР, для советского государства. Это была самая мощная по оснащенности, по масштабам археологическая экспедиция в СССР. Ну, ясно, при таком патронаже, как я уже сказала, выделялись огромные средства, вплоть до авиации. Вы понимаете, что вести раскопки в песках, соревнуясь с Западом, с богатым, да, той советской России нищей, было очень тяжело. А тут была конкуренция с англичанами, с французами, которые копали в Египте, в других частях света. И Сталин выделял огромные средства, и здесь была своя авиация. Когда Толстов со своими помощниками с воздуха определял контуры
будущих раскопок вот этих крепостей. Их же не видно вот так вблизи. Если кто-то был в пустыне вблизи этих крепостей, вы можете представить, что если все занесено песком, то ничего ты не увидишь и не поймешь. И вот благодаря аэрофотосъемке, которая была применена впервые в мире в Каракалпакии, толстовской экспедицией, были сделаны многие открытия. Вот, значит, об атмосфере опять. Про Толстого еще одну вещь скажу. То, что вот эта дисциплина, романтический настрой, духовное богатство и взаимоотношения этой группы. Я просто наблюдала уже их поздний период, когда они приезжали к нам в музей, как они общались, какой у них свой язык был, какие это были остроумные люди. И это было одно удовольствие видеть их шутки, смех, их простоту. Несмотря вот на их величие, мы здесь видим Милицию Измайловну Земскую в центре. Пару слов о ней. Сейчас вот они будут говорить в свете некоторых проектов, которые скоро будут открыты в Москве, посвященные Хорезмской экспедиции. И когда вы будете читать, вспомните об этой женщине, подруге Савицкого, бывшем сотруднике Нукусского музея. Она работала в советском филиале Академии наук. Опять же, вот у моего отца, как я рассказывала, который открыл для Савицкого сектор искусствознания. Земская, выпускница Репинской академии, искусствовед. Она, кстати, написала монографию об Александре Николаевиче Волкове. Это была первая серьезная публикация искусствоведческая о ней. И Земская отдала много сил Каракалпакии, изучая народно-прикладное искусство, обрабатывая эту коллекцию. Она автор 2 романов «Точка на меридиане» и «Время в песках», посвященная тем замечательным тому времени, которое они провели в Каракалпакии, в Хорезмской экспедиции и в музее. Там и Савицкий, там и Альвина Шпаде, и многие другие персонажи под другими именами, но очень узнаваемые. И мы читаем их судьбу вот сквозь призму ее художественного повествования. Вот они рассказывали, опять же, скачу с темы на тему, про Толстого, что Толстов поддерживал эту атмосферу, очень такую дружескую, и он был очень человечен, несмотря на свою дисциплину. Ученый Рапопорт такой известный был. Он рассказывал, когда они копали Койкрылган-Калу, известный памятник, и там в раскоп нужно было спуститься, и вдруг он обвалился, а они с Толстовым уже были внизу. Появилась опасность, что их может засыпать. Что делает Толстов? Мы привыкли, что начальники лезут вперед, к сожалению, да, и забывают о том, что рядом люди. Толстов подставил плечо своему подчиненному, сказал: лезь на плечо, давай вылезай. И он отнекивался, но тот его толкал, и вот, встав ему на плечо, выбрался, а потом уже вытаскивали Толстого. То есть вот такой вот, это, конечно, и фронтовая его взаимовыручка, и конечно, как человека характеризует вот такое вот отношение к людям, к своим подчиненным. Эта фотография молодого Савицкого в годы экспедиции сделана тоже известным фотографом этой экспедиции Георгием Ахиллесовичем Аргиропуло. Фамилия грек, российский грек, но он тоже писал воспоминания о Савицком, очень интересные, шутливые воспоминания. Вот рассказывает такой эпизод, когда Савицкий
забрался в палатку к Земской, Лиля Земская они ее называли, и увидел там змею. И он сказал: это ваша змея? Она даже не подозревала, что там змея. Ну, в общем, вот такой был, несмотря на риск, опасности, таких приключений было очень много. Вот. Вот он сидит, как раз наблюдает за тем, как работают археологи, должен делать зарисовки и о чем-то там думает. А это уже его творчество, когда он в свободное время писал крепости, руины. И ездили, кстати, часто в Хиву, которая была там рядом, потому что Хива ближе, чем Нукус, к этим местам, к южной части раскопок. И очень много пейзажей хивинских у Савицкого. А это вот руины разных крепостей, которых Савицкий бесчисленное множество написал. У нас они и в музее представлены достаточно богато, и до сих пор в архиве Российской академии наук хранятся рисунки и работы Савицкого, созданные в годы работы в экспедиции. Ну, а потом, как я уже говорила, Савицкий увлекся работой этнографического отряда и, примкнув к Татьяне Александровне Жданко, ездил уже по аулам и собирал, изучал, собирал каракалпакское народное творчество. Вот. Это вот он уже в Тюбетеечке он ходил, когда работал в филиале Академии наук с 1956 года. 10 лет до музея он проработал в филиале Академии наук. Вот так он одевался. Это Исмаил Сагитов, один из первых ученых каракалпаков, который работал в этнографическом отделе и учился тоже у своих наставников в Хорезмской экспедиции, как и многие ученые. Ну вот несколько памятников, я много говорю, посмотрите. Это знаменитый Челпык. Это зороастрийская дахма, на вершине которой происходило выставление тел после смерти. Туда относили умерших, оставляли, пока грифы вот, или дикие животные не склевывали умершего, а потом уже кости складывали в костехранилище. Ая-скала – одна из красивейших крепостей. Первый век до нашей эры, она, кстати, неплохо сохранилась, в отличие от других. Это Койкралган-Кала. Вот, ну, большинство наших жителей и туристов считает обсерваторию Улугбека первой, да, обсерваторией. На самом деле вот это. На самом деле, посмотрите, 4 век до нашей эры. Это такой культовый храм, где археологи нашли астролябии, разные предметы для астрономических наблюдений. Здесь был создан первый календарь древнего Хорезма, сельскохозяйственный, по которому велась вся сельскохозяйственная деятельность. Здание было построено, это двухэтажная постройка, диаметр 90 метров, и окна были направлены в небо. Звезда Фомальгауда зарегистрирована жрецами с этого храма. Это все подтверждено, я вам просто как бы выборки данных говорю, это все опубликовано учеными, которые вели раскопки на этом памятнике. И вот этот памятник, так же, как и многие другие, он раскапывался от песков. Когда Толстов летал, он видел очертания этих городищ, и потом уже начинались раскопки. А он доступен сейчас? Туристы есть и куда? Там ужасная дорога, но в принципе можно добраться. Самые такие Частным упорные. образом туристов не возят. Туристов не Нет. возят, потому что дорога ужасная. А как ей подъехать? Внизу. Ну, подъехать... говорят, Нет, сейчас это старая фотография 50-х годов. Это сейчас уже оплыло и выглядит иначе. И вот вы в музее истории можете реконструкцию увидеть. Это все в виде реконструкции преподносится обычно. На самом деле, конечно, выглядит иначе.
Но это вот на Ну, момент, какая часть это сохранилась? та самая аэрофотосъемка, о которой я вам говорю, 50-х годов. Это Топрак-Кала, Вот Топрак-Кала возит, я сказала, две возит в основном. Джамбы-Кала еще. Ну, и в нее мало, вот две в основном, куда Ну возят. да, ну потому что это близко к дороге. Вообще это были не туристические объекты до недавнего времени, туда не возили туристов, Каркалпакия была закрыта, только наши граждане могли путешествовать, вы это, Ну, там наверное, рядом дорога, знаете. там рядом с ним. Вот, Тупрак-Кала – это резиденция правителей древнего Хорезма, и это наиболее богатый на находки памятник, потому что если вы поедете в Петербург, в Эрмитаж, там есть зал древнего Хорезма, мы сейчас его посмотрим. На И берегу реки, что ли? Там вода же внизу, да? На фотографии. где Тупрак-Кала? Да. На предыдущей? Вот там. Нет, Слева это там, не вода, это нет, тень, нет, да? это Тень, тени узор на- позирована. она на высоте находится, и, ну там есть каналы. Есть, К да? сожалению, да. Вот Савицкий и археологи, они вели борьбу, когда засевалось все под хлопок, и эти памятники сносились в годы культа хлопка. Много памятников пропало, или оросительные каналы, они подтачивали эти памятники, грунтовые воды губили много памятников. Это была большая проблема. За это бился и Савицкий, и многие археологи. Вот Джамбы-Кала, которую мы видели при ночном освещении, а это днем фрагменты Дворцовой площади, очень живописный памятник, но, к сожалению, его в последний раз, когда я там была, стены уже, видимо, экология наша губит, и вот как пухляк бывает, да, вы знаете это явление, начинает уже коробить внешние стены. Вот проблемы консервации, к сожалению, Не решает. не решаются. Говоря о находках с этих памятников, я опять же сделала выборку наиболее эффектных. Это так называемая червонная дама. Вы сейчас видели Тупрак-Кала. Там были залы, парадные залы с медальонами, которые украшались настенной живописью, статуями расписными. И вот фрагменты некоторых декоров, они представлены в коллекциях Музея Востока, Эрмитажа, в нескольких музеях Союза, в Ташкенте и, естественно, в Нукусе. Но наиболее... Сердечки, это какой век? Уже тогда? Это античность, это все 1-2 век нашей эры. Вообще ее называют червонная дама. Потому что На самом деле это вот вышивальщица. Посмотрите. Да, его. Да. И по облику Толстов о происхождении населения этого много написал трудов и научно доказал, что по статуям здесь были и индийские воины, которые охраняли этот дворец. По облику статуи и настенной живописи он восстановил этногенез этих народов, которые там либо обслуживали эти дворцы, либо сами правители и ремесленники. Ну вот некоторые ассуарии, которые найдены на этих памятниках. Это вот в Эрмитаж я наконец попала. Долгие годы этот отдел был закрыт. Отвечал за этот отдел Маршак, ученый, он умер, после него никак не могли восстановить экспозиции. И вот сравнительно недавно появились предметы древнего Хорезма в экспозиции. Вот это находки Гудковой Александры Васильевны, о которой я вам говорила. Это друг Савицкого, она тоже работала в филиале Академии наук, защитила под руководством Толстого диссертацию. И прекрасный памятник, который она раскапывала, Топкала, дал
не только удивительные предметы ритуальных культов, но и образцы письменности мы сейчас посмотрим. Вот один из ассуариев со сценой захоронения. Она передала эту находку в Эрмитаж, но лучший экспонат из этого цикла находится в Нукусе. Сейчас мы его увидим. Здесь вот фрагменты росписей, которые наносились на стены дворца. Ну, изучены и технологии, и пигменты. И вот в таком законсервированном виде, фрагментарном, конечно, но это все античность. Вы сами представляете, сколько веков это пролежало под песками. Вот они были выставлены в музеях СССР. Вот. Или же вот такие фрагменты скульптуры, тоже 3-4 век. А это уже Нукус. Это экспозиция нашего музея. К сожалению, эта экспозиция закрыта, поэтому наша лекция очень актуальна. Все, о чем мы говорим, вы сейчас не увидите, если поедете в Нукус. Этот комплекс закрыт, где выставлялась археология и этнография. Ну, вот такие вот милые терракотовые статуэтки, это находки уже музея. Или вот такой роскошный ассуарий со львами. Посмотрите, какая прекрасная сохранность. Лев и растения, которые предположительно являются гранатами. Кто-то говорит, что это чертополох, кто-то, что маг, связывая это с культами, значит, что окуривали. Да, там несколько гипотез есть. Но по-любому посмотрите, как предмет искусства, какая удачно сохранившаяся вещь. Это собственность Нукусского музея. И вот, как я уже про Александру Васильевну говорила, она руководила этими раскопками. Тоже очень трудная судьба, тоже с оккупированных территорий. Ее отправили после окончания МГУ в Каракалпакию. Ну, вот такое отношение было к специалистам, у кого биографии, скажем так, считались подмоченными. Вот Кнорозов, да, такие гениальные люди, они все подвергались таким гонениям. Про Кнорозова я забыла сказать, что он долго был невыездным. Я от волнения забываю даже многие вещи рассказать, что его удостоили ордена Ацтекского орла, Мексиканского ордена, Гватемальского ордена. Те народы и правительства, которые были ему благодарны. А в СССР вот он был невыездным долгие годы. Вот такой факт, даже ему дверь мексиканское посольство отбило металлом, когда его ограбили в очередной раз. Он был очень такой рассеянный, всякое с ним случалось. И путешествовал он в эти страны, которые отдал всю свою жизнь научную, вот уже в 90-е годы, буквально за несколько лет до смерти. Там о нем и фильмы снимали. И его принимали как короля. А он уже был сломлен болезнями и всяческими трудностями. И вот когда он умер, похороны взяло на себя мексиканское посольство. Александра Васильевна, может быть, не так ей было обидно, но тем не менее она в Каракалпакии провела лучшие научные годы и издала прекрасные труды, как я уже говорила, сделала такие великолепные находки и своему другу Игорю Савицкому отдала лучшие ассуарии, чем в Эрмитаж. Посмотрите, он более живописный. Тот монохромный, а здесь вот цвета. И ей принадлежит заслуга, кстати, она нам тоже передала свою библиотеку, так же, как и Татьяна Александровна Жданко. Она уехала от нас в Одессу, и вот туда ездил наш Октябрь Доспанов с Мачановым Рашидом, и привезли, еще тогда Союз, по-моему, не распался, но мы успели привезти библиотеку Александры Васильевны
в наш музей. Но это вот реконструкция того, что вы видели. И ее книги оформляла Альвина Андреевна Шпады тоже. Ее научные публикации были оформлены Альвиной Шпады. Ну вот несколько еще ассуариев и, наконец, письменность. Вот вы видите эти дощечки. Вот это Ступрак-Калы. Там были и глиняные дощечки, и в то же время Гудкова раскопала целую библиотеку на Топ-Кале, которая дала базу для расшифровки древнехорезмийской письменности. Когда она нашла целый вот склад ассуариев, где были на стенках ассуариев надписи, эпитафии, она связалась с Лившицем, еще один гениальный ученый, ирановед, он буквально несколько лет назад умер, и рассказала ему о своей находке. Он из Ленинграда примчался в Хаджили на какой-то попутке, там есть тоже описание, как он добирался до этого места в свой выходной день из Ленинграда, когда не было прямых самолетов. И вот это были одержимые ученые, которые, увидя найденное, вместе с Толстовым дальше расшифровывает древнехорезмийскую письменность на основе того, что там было найдено. Это все опубликовано, это можно все подробно прочитать. Ну, просто пару слов. Это арамейский алфавит, очень древний. Вот древнехорезмийская письменность, она была основана на арамейском алфавите. Все это прочитано, расшифровано. И вот эту вот на бараньей лопатке надпись, которую нашли наши археологи, прочитали и Лившиц, и Лурье, такой есть ученый в Эрмитаже. Вот они нам все это расшифровали. Что там написано Да. на лопатке? Честно говоря, не помню, у меня на память на эти вещи как-то не фиксирует, но там какое-то Там описание. есть текст, да, такой? То есть расшифровали текст. Да, расшифровали что-то там, какое-то философское изречение. То есть А это вот- часть вот этой самой хорезмийской экспедиции, получается. Да, это все они делали. А вообще вот эти глиняные таблички, которые еще не до конца расшифрованы, и они лежат в архивах и Российской академии наук, частично до сих пор расшифрованы. Их расшифровывал Толстов, Хёник, по-моему, немецкий ученый такой, и еще один советский ученый, Лившиц, конечно. Там были типа инвентарных описей дворца, список персонала, то есть хозяйственная документация дворца, которая, может быть, и не представляет особый научный интерес, но как письменность они ее прочитали. Вот такой интересный ассуарий, Большой. не ассуарий, саркофаг, был найден вот на Миздахане, те, кто там был, это оттуда находочка 3 века нашей эры. Совершенно не характерное захоронение для древнего хорезма, и там были найдены кости молодой женщины вместе с ее ювелирными украшениями, косметическими сосудами, зеркалами. И, как считают археологи, возможно, это была жена местного принца или правителя, которую привезли откуда-то чужеземка и похоронили по традициям ее родины. То есть связь этого региона с Причерноморьем, как мы уже говорили, вот Сако-Массагетская культура, скифы, это все находим мы не только в искусстве поздних каракалпаков, да, как вот мы, когда описываем головной убор там с этими скифскими звериным стилем, это вот было всегда, то есть этот миграции по степям от Причерноморья до нашего региона, они были много веков существовали. И вот в виде вот таких находок, как говорят археологи, что надо археологию изучать многопланово, а не просто вот то, что ты видишь, или то, что там написано,
а за всем стоит глубокая старина и история. И вот такие выводы мы можем делать на основании этих находок. Ну вот это уже поздние находки музея. Браслет со змеиными головами на Джампыке найден, на том прекрасном памятнике, Это который... серебро или что? Это бронза. Бронза. Посмотрите, какие милые змеиные головки в стиле такого примитива. Ну, а если мы будем современное искусство анализировать, это все имеет корни в древности. Вот. А это уже я завершаю с находками. Это последние свежайшие находки наших каракалпакских археологов, которые копали вместе с австралийцами. И найден такой уникальный комплекс. Его называют Акчакан-Кала, Казаклы-Яткан, несколько названий, который предположительно является одной из столиц древнего Хорезма. Там, например, найдено помещение, где коридор имеет несколько десятков метров, и этот коридор украшен галереей портретной. Это один из портретов правителей династии, вот, которая правила этим регионом. И, конечно, посмотрите, сколько можно здесь выводов сделать и о происхождении по облику, да, и как они одевались. Это все культовое, знаете, почему красные уши? Это все имело какой-то смысл, это же не просто так. А с Афросиабом сравнивали самаркандских? Ну, это вот Время они не то. публикуют сейчас. Надо читать, я просто как бы... Не то же самое время? Я видела то, что они находили, бегала в филиал Академии наук, они там консервируют и работают над этим. И, кстати, вот эту вещь мы возили в Лувр. Среди экспонатов из Узбекистана одна была из нашего региона, вот это вот. А в какой форме их вывозят в Лувр? Не рассыпается разве? Нет, они же, Кусок там стены? реставраторы, во-первых, сопровождают их. Это все уже зафиксировано, законсервировано. Когда это было найдено, группа реставраторов, с нами тогда москвичи работали, из Института реставрации, они все это консервировали специальными составами. Там сидит Вадим Егодин, Лолин однокурсник, она ушла, да? Вот она с ним училась. Он занимается как раз консервацией этих находок и продолжает дело отца, академика Егодина. И там очень много вот таких интересных портретов, которые имеют разную степень сохранности. Вот, ну, к сожалению, я все вам показать не могу, только из того, что опубликовано. Но, как вы видите, это очень интересные находки, и они много дают информации и уму, и науке. Так что работа продолжается, может быть, не в таких масштабах, как в те годы, но, тем не менее, ученики Толстого, последователи Хорезмской экспедиции, они свою работу ведут. И что я хочу добавить, это великое счастье для Каракалпакии, что у нас работала эта экспедиция, но это не хвастовство, мы это наблюдаем, что в Каракалпакии большое количество ученых, исследователей. Некоторые подтрунивают, что это каракалпаки все наукой занимаются, и обязательно им надо диссертации защищать. А среда была такая, они все учились у этой экспедиции, имели контакты, их приглашали на стажировки, их изучали. Все время были какие-то экспедиции. И вот я говорю, это соседство. У нас все время ходили люди с рюкзаками по нашему переулку. Мы видели этих людей. А я уже про музей не говорю. Так весь Нукус жил в этой атмосфере общения с участниками этой экспедиции, с руководителями, которых все уважают. И имя Толстого и Жданкова никогда у нас не стояло под сомнением, чтобы как-то забыть их память. И это дало свои плоды. Вот большая степень обученности тех лет, она объяснялась присутствием этой экспедиции в нашем регионе, чему мы очень благодарны и
вспоминаем с большой ностальгией и осознаем их величие, может быть, на расстоянии, да, гору видно на расстоянии, да, вот так и мы сейчас осознаем величие этих людей, очень простых в быту, очень скромных. Тут масса воспоминаний, я когда общалась с некоторыми из них, вот про Ладу Сергеевну Толстову, как она ходила просто, вот рассказывала ее одноклассница Рожанская, тоже математик, участник этой экспедиции. Она одевалась, говорит, вот как простые дети-уборщиц. То есть это лауреат Сталинской премии, единственная дочь. Отдал, кстати, замуж ее за Каркалпака, да? Забыла я упомянуть. Насыров Дощан, ученый-алтаист. Знаете, может быть, да? Вот. Детей вы видели. Очень скромные были, простые в быту, никакой заносчивости. Мы от них даже не слышали что-то вот, какого-то отношения. И вот это все дало результаты, и я думаю, та среда, которая сформировалась в Нукусе и вот в музее тех лет, это во многом объясняется вот этой нашей колыбелью, которая нас всех сформировала. Ну вот, наверное, все. Извините за путанный такой рассказ. Ой, Опять же, на эмоциях. Спасибо за внимание. Так, читаю письмо. Еще раз напоминаю, Татьяна Александровна написала за 3 дня до своего ухода письмо. Каракалпакские друзья и знакомые ученики, уходя от вас, знаю, что только дотронулась до главной задачи своей жизни. Каракалпакия и страна, и ее народ – большая часть моей жизни и научной работы. Как мало сделано, как много осталось в истории каракалпакского народа нерешенных тайн, составляющих загадку для этнографов. Создателями древнехаризмийской цивилизации были не только древние жители оазисов, но столь же древние кочевые и полукочевые племена приуральских степей. Богатые сведения об этом археологические раскопки. Слишком мало занимались этнографы анализом археологии, а ведь эти находки – сплошная историческая этнография. Надо осуществить план будущих комплексных исследований. Для меня самые счастливые годы моей жизни – совместная работа с каракалпакской молодежью, желание, чтобы они стали основателями каракалпакской этнографической науки. Работая с ними многие годы, я радовалась появлению этой науки в республике. Всеми силами хотела способствовать этому от первых дней знакомства с аспирантами института и до последнего вздоха. Хочу глубоко поблагодарить руководство республики, помогавшее в проведении полевых исследований, и бывших моих учеников, ставших видными учеными, главных моих помощников, участников этнографических экспедиций, с которыми мы вели вместе многолетние работы во всех уголках Каракалпакии. Первыми из них был Сабыр Камалов, ныне академик, доктора и кандидаты исторических наук Арзамбет Куспергенов, Хожахмет Езбергенов, Вахид Шеликенов, Айбике Бекмуратова и другие. Руководить аспирантами мне было интересно. Они работали с увлечением, прекрасно вели полевые исследования, много читали, занимались в архивах. В первую очередь я благодарна им своим познанием этой страны и ее народа. В Каракалпакии у меня много коллег, друзей, семьи моих бывших учеников. Я желаю развития моей любимой науки в моей любимой республике, а каракалпакской молодежи продолжать и развивать изучение истории и культуры своего замечательного народа. Я желаю счастья этому народу. Ваша Татьяна Жданкова. 12 апреля 2007 год. Вот такое трогательное письмо, пронизанное любовью. И,
здесь можно говорить о теме Совещание. нацменьшинств. Мы, конечно, очень чувствительны к своей истории, культуре, но мы и избалованы были вот такими прекрасными наставниками и учителями, которые действительно любили то, что они делали. Я вот просто могу добавить, она перечисляет имена Айбике Бекмуратова, она, по-моему, жива. Она, зная прекрасно, как тяжело нашим восточным женщинам, помогала им. Рождаются дети, вот они вспоминают, она дарит серебряную ложечку. Необычайно щедрая была. Защищает диссертацию Айбике в Москве. У нее грудной ребенок. И вот вся кафедра нянчится, пока она стоит там за кафедрой, защищает свою диссертацию. Татьяна Александровна дает задание, вот там Лада Сергеевна, все большие ученые нянчат этого орущего ребенка, пока мать защищается. Необыкновенно человечество. Где вот такое, я не знаю, ну, редко когда, может быть, такое отношение где-то можно было видеть, и мы все это знали, и все это ценим. И вот дети этих ученых, они все это помнят, вспоминают. И, я думаю, передадут своим детям это уважение и эту любовь. Почаще надо об этом всем говорить. Спасибо. Спасибо за внимание, за то, что пришли.